Друзья, приветствую вас! Утренний обзор. Вы на канале Ninja Capital. Давайте рассмотрим, какие новости произошли, что сегодня ожидается, какие макроэкономические данные и какие предполагаются тенденции по движению в нефти, в золоте, рубле, евро и других активах. Так, друзья, если рассматривать сегодня то, что ожидается в части макроэкономических данных, самые важные события, это, конечно же, то, что связано с базовыми заказами на товары длительного пользования США и индекс доверия потребителей. Соответственно, вот эти показатели, они являются, скажем так, преломляющими по отношению к тому, что происходит в экономике Соединенных Штатов. Даже если сейчас выйдут они значительно хуже ожиданий или хуже ожиданий, я думаю, это не повлияет сильно на фондовые рынки. Но перспектива того, что здесь происходит, покажет, какой сложился тренд. И действительно ли все не так хорошо в восстановлении экономики Соединенных Штатов. Так, друзья, далее фондовый рынок Китая. Здесь идет просадка, но пока донышко, которое освоили вчера, локально его не пробили. Соответственно, ждем, будет, не будет на этой неделе его пробития. Если будет, то я думаю, уже на этой неделе вполне можем сходить в район 4700-4720. Но здесь на самом деле идей для торговли на китайском фондовом рынке у меня нет. И я рассматривал всегда акции компаний китайских и китайский индекс только как индикатор. Но если такое пойдет, это может накренить очень существенно и все остальные рынки, в том числе и американские. Так, далее Baltic Dry, тоже месячный таймфрейм ставлю. Но здесь никак снижение не получается. Это очень плохо. Это очень плохо, потому что это создает напряжение и накапливает инфляцию издержек, которая весьма вероятно очень существенно даст о себе знать уже этой осенью, в начале октября, может быть в конце октября. Так, далее S&P 500, это SFD на фьючерс. Вчера, несмотря ни на что, был очередной максимум. И сегодня этот максимум пытается откатиться и немножко консолидироваться. Я перехожу с дневного на 4-часовой таймфрейм. Соответственно, здесь у нас что возникает? У нас возникает такая ситуация, что все попытки откатов на текущий момент, они выкупаются. И ничего страшного по сути не происходит. Сегодня мы посмотрим, как этот процесс будет дальше происходить. Есть критичный уровень в данной ситуации, это 4352, но 4350, соответственно, его пробой ведет к тому, что сначала будет движение, у которого цель 4255, вот сюда вот, и потом это может привести к очень сильной полномасштабной коррекции. Так, далее VIX, опять оставляю 4-часовой, это вчера, как он красиво сначала взлетел, потом начал проседать. Закрылся вообще в отличной зоне, ниже 18,5. Это просто прекрасно само по себе. Ну и что следует из этой картины? Из этой картины следует, что пока американский фондовый рынок, ну и соответственно остальные площадки, они не были пробиты тем, что происходит в Китае. Касательно Китая, я вот вчера и в передаче рассказывал, и в телеграм-канале. Если кому нужно кратко выводы прочитать, не смотреть, вот здесь все расписано. Ну, соответственно, я думаю, что вот то, что по Китаю произошло, это не просто какое-то волнение на поверхности моря. Это на самом деле здесь есть масса внутренних, очень сложных и очень сильных причин, которые в Китае. И в ближайшее время пружина будет раскрываться. Может быть не сразу, может быть через какое-то время. Но я вот вижу массу проблем в китайской экономике. И то, что мы наблюдали на протяжении, пожалуй, наверное, 20 лет, вот это восхождение Китая, когда от, казалось бы, аграрной страны он стал, ну, по сути, типа как одной из супердержав, рулящих миром. Ну, я не беру весь период времени, когда в Китае пошла так называемая перестройка, там сколько, 40 лет или больше. Я рассматриваю именно период так называемой новой экономики, которая пошла с нулевых годов, которая ведет отчет с 2000 года, с краха доткомов так называемых. И, соответственно, здесь как раз Китай рос экстенсивно, как колосус на глиняных ногах.
И сейчас все вот эти противоречия, которые в системе были скрыты, они вылезли наружу и очень сурово. Так, но если вот открыть американские заголовки, Bloomberg и так далее, то что мы можем увидеть? Ну здесь описание ситуации с Китаем, что в Китае уже не рады капиталистам. Ну, когда обычно не рады капиталистам? Тогда, когда действующая модель, она либо начинает сбоить, либо уже на горизонте появляется фигура кризиса, который неминуем. Так, друзья, давайте перейдем к тому, что происходит на рынках, и посмотрим, какие движения сегодня намечаются и что сегодня ожидать. Так, друзья, далее нефть. То, что касается нефти, дневной таймфрейм. Вчера рост по нефти, к сожалению, не состоялся, не закрепились на 74, пошло снижение и по сути возврат вот в этот диапазон 72-74. Если смотреть дневной таймфрейм, то здесь, конечно, ужас, разворотная формация с целью движения в район 66.25. Но с моей точки зрения пока еще здесь не все страшно, есть еще порох пороховницы, и на текущий момент пока нету уверенного пробоя вот этого диапазона, повтора подвига на прошлой неделе или более глубокого, есть надежда, сохраняется на то, что нефть останется в этих пределах и после проторговки продолжит рост. Здесь, конечно, надо четко понимать, что все зависит, во-первых, от того, что связано с восстановлением экономики, а здесь очень большую роль играют слухи по поводу ковида, новых штаммов. И второй момент, который постепенно начинает приближаться, это сезон ураганов в Соединенных Штатах. Так, ну переходя на часовик, что мы видим? На часовике на самом деле ситуация не такая страшная, не такая печальная. Идет поджатие к 74. Соответственно, здесь следующая тенденция имеет место быть на сегодня. Если не будет пробития в течение дня 73, то мы сегодня в течение дня, либо завтра с утра пробиваем 74 и здесь закрепляемся. Если все это раскладывать под микроскопом, 15-минутный таймфрейм, но здесь просто смысла меньший таймфрейм брать я сейчас не наблюдаю, то по сути здесь идет восходящее движение, у которого цель закрепиться на 74,4 вот здесь, в этом диапазоне. Ну и критерий того, что это движение не происходит, это коррекционный откат и пробитие 73,6, 73,55 вот этого диапазона. Так, друзья, далее золото. Золото что-то барахлит. Дневной таймфрейм, по сути, идет нисходящий тренд, но здесь поджатие к 1795-1794. Это поджатие, если оно не пробивается, ведет к отскоку, у которого локальная цель 1814, которая проходит вот здесь. Так, ну часовик у золота достаточно интересный. И как мы с вами видим, здесь идет просто набор энергии для того, чтобы отскочить. Первая цель для отскока это 1808. И следующая цель 1814, она находится повыше. Ну и критерий того, что не произойдет этого волшебного отбоя, который я с вчерашнего дня ожидаю, это, соответственно, пробой вот этой зелененькой черты 1795, точнее даже пробой диапазона 1792-1795. Если повторится такой короткий задерг, который был 23 июля, ничего страшного, его откупят. Если начнет задерживаться, торговаться час и более в этом диапазоне, тогда да, можно будет сказать, что ближайшая цель движения это либо консолидация в этом диапазоне, либо провал на 1782. Пока, с моей точки зрения, более вероятно, что отсюда произойдет коррекционный отскок вверх. Так, друзья, далее серебро, по нему масса вопросов. Ну, смотрите, здесь, с моей точки зрения, несмотря на весь этот провал, несмотря на то, что соты потекли по серебру, опять сходили на вот этот сильный уровень 24.85. Этот уровень не был пробит, от него сразу пошел толчок и отбой. На текущий момент, с моей точки зрения, по серебру на сегодня наиболее вероятно движение, у которого цель тестирования 25.55. И в случае пробоя первая цель движения 25.73, вот сюда вот. Соответственно, если закрепляется здесь, то конечная цель движения находится
вот здесь вот на 26.71. Критерий того, что эта растущая фаза движения не получит развития, это коррекционный откат и повторное пробитие 24.85 вот этого уровня. Вчера и в пятницу рост пошел очень бойко, отскок по серебру. Сегодня немножко пока хандрит, но тут основные площадки еще закрыты. И поэтому я думаю, сейчас чуть попозже, ближе к американской сессии, основной пойдет движение наверх. Так, друзья, далее палладий, поскольку норильский никель, как ни крути, очень связан с ним плотно. Дневной график, здесь вот этот вот откат, который пошел вниз, идет на самом деле игра вокруг сильного уровня 26600 у палладия. Соответственно, здесь в ближайшее время, сегодня, весьма вероятно будет попытка на него залезть и здесь проторговаться, закрепиться. Если сегодня-завтра мы такую картинку получаем, нас ждет отсюда коррекционный отскок вверх. Первая цель движения будет вот здесь, 27 тысяч. Нет, пока не 27 тысяч, пока 2720. И если он здесь начинает консолидироваться, следующая цель движения будет проходить, ну, наверное, все-таки, я так думаю, он заберется куда-то вот сюда, вот в район 2930. Ну и критерий того, что рост, волшебный отскок в палладии не получает развития, это откат и пробитие 2580 вот этого значения. Ну и поскольку палладий затаился, как только он начинает расти, это будет существенный реактивный двигатель для норильского никеля. Так, друзья, евро-доллар, евро-доллар. Ну здесь высока вероятность того, что все-таки отскок вверх, у которого цель движения находится на 1,1882, возможно, на этой неделе мы его увидим. Критерий того, что этот отскок мы на этой неделе не увидим, вообще в ближайшее время мы его не увидим, если пойдет повторное движение с тестированием 1,1750. В этой ситуации, я думаю, участь евро она будет предрешена. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, все, вот здесь вот полежали на этом диапазоне. И, соответственно, сейчас формируется отсюда отскок, отбой. Цель этого отскока это движение вот сюда вот на 73, 90, 73, 95 в этот диапазон. Соответственно, вот это движение не получает развития, если будет движение вниз и пробой значения 73,6, 73,5. Если такое происходит, то следующая остановка будет в районе 73,25. Пока больше факторов указывает на то, что он здесь отстоялся и сейчас отсюда пойдет по часовику движение, цель которого даже повыше, чем на 4 часовике, это 74,1. Попытка стукнуться и здесь закрепиться. Так, далее евро-рубль. Здесь ситуация схожа с долларом. Евро-рубль консолидируется в районе 86-75. Это у него сильный уровень, который его сдерживает. Соответственно, удержание на этой неделе вот этого уровня приведет к тому, что отсюда будет сначала 87-85, потом тестирование вот этой толстой рыжей линии. Так, ну и переходя на часовик, да, здесь развивается движение наверх. Первая цель потестить и пробить 87,5. Вот здесь вот это значение, как только такое движение возникает, следующий цикл пойдет сначала на 88,1, потом на 88,8. Попытка пробить и закрепиться. Ну и, соответственно, критерий того, что евро-рубль не будет расти, движение вниз и пробой 86,6, 86,5. Обращаю внимание, уровни на разных таймфреймах могут немножко отличаться. Так, друзья, далее акции. Вопрос был про Новатэк. Ну, по Новатэку, да, ситуация сейчас очень интересная, потому что здесь разворотная формация, отбой от уровня 1500. И на текущий момент ждем, когда будет пробитие 1580, потому как только такое пробитие происходит, у него цель движения находится вот здесь, 1670-1680 в этом диапазоне. Ну и вот, в общем-то, если на 4-часовик переходить, здесь абсолютно четко движение наверх. Критерий того, что это движение аннулируется, захлебывается, коррекционный откат и пробитие 1530-1520. Но пока здесь все факторы за то, что движение наверх в ближайшее время разовьется.
Так, друзья, далее Северсталь, немножко дневной таймфрейм наверх она не дошла, немножко не дошла. Здесь она начинает пытаться хандрить. И, соответственно, на текущий момент у нас появился уровень, который 1700, 1710. Если возникает вдруг коротенький откат или задерг этого значения, то, скорее всего, продолжение роста не произойдет. И мы увидим движение по Северстали, цель которого будет сначала 1640 и потом, соответственно, 1560. Но по часовику, наоборот, картина достаточно оптимистичная. Здесь, как только возникает пробой 1760, сразу пойдет движение вот сюда, вот цель 1784. Ну и, соответственно, если этого пробоя не будет, вот у нас консолидационный диапазон 1720-1750, в котором мы вот так вот крутиться и ходить и будем. Так, друзья, далее Сбербанк. По Сбербанку отбились от 290, еще вот здесь это пошло движение. Вот. И сейчас опять вышли за 300, пошло закрепление выше 300. Соответственно, вот это движение, которое отсюда синициировано, оно заканчивается либо на 309, вот здесь вот, либо дальнейшее движение, цель которого потестить и пробить 315. Вопрос в том, как это движение произойдет. Если судить по сделкам, которые вчера происходили, по структуре, по их взаимному влиянию, то весьма вероятно сегодня мы это движение наверх продолжим. Здесь даже если возникает коррекционный откат, сейчас с пробитием 300, который несомненно у Сбербанка сильный уровень, на самом деле ничего страшного не будет. Пока устоит вот эта линия 295-296, его по-любому будут откупать и гнать наверх. Так, друзья, далее Газпром. По Газпрому тоже изумительная ситуация, как по Новотеку. Вчера еще и с гэпчиком таким открылись. Ну и на сегодня здесь, если мы не перебиваем 276 в результате отката, у нас первая цель движения пробой 284,1 вот этого значения. Если мы его пробиваем и здесь консолидируемся, отсюда импульс движения, у которого цель будет находиться вот здесь 296,5, ну а потом и 300 взять. Так, друзья, далее Норильский никель. Здесь наметилась позитивная динамика вчера. Соответственно, сегодня, как только пробой 25200 происходит, и здесь проторговочка, у нас по Норникелю не закрыт вопрос. Движение 25750 для начала. Ну и как только это происходит, следующая цель 26200. И потом вот эта красная линия, которую необходимо взять и покорить. На текущий момент критерий того, что вот сейчас это движение не разовьется, это коррекционный откат и пробитие 24700. Если это происходит, уходим консолидироваться в районе вот этого значения. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание. Успешных торгов.